Знаете, в самых мощных языковых моделях сегодня есть что-то парадоксальное. Они ведь могут написать поэму, но при этом завалить простое умножение. Или с такой обескураживающей уверенностью выдумать какие-то факты. А что, если есть способ научить их сначала думать, а потом уже говорить? Ну, то есть использовать инструменты так же, как это делаем мы с вами. Давайте возьмем конкретный пример. Вот задачка по физике, из старшей школы. Гектор тянет цепь с силой 72 ньютона под углом 35 градусов. Вопрос. Какова горизонтальная составляющая этой силы? Для студента это же элементарно, правда? А вот для многих ИИ это настоящий камень преткновения. Обычная языковая модель, скорее всего, что сделает? Попытается угадать ответ, ну или просто ошибется в расчетах. А вот фреймворк арт — это совсем другая история. Он не торопится с ответом. Вместо этого он, по сути, разрабатывает пошаговый план атаки. Собственно, вот этот подход и называется арт. Он, по сути, превращает модель в такого системного решателя проблем, который следует четкому плану, ну, прям как по рецепту. Этот, я бы сказал, революционный подход описан в научной работе. Называется она ART — автоматическое многошаговое мышление и использование инструментов для больших языковых моделей. Ее опубликовала команда исследователей из Вашингтонского университета и Microsoft Research. Так что же такое ART? Важный момент. Это не какая-то новая модель, это скорее система управления для уже существующей. ART как бы учит ее не гадать, а создавать программу, то есть последовательность действий для решения любой новой задачи. Чтобы понять, как это работает, давайте представим нашу модель как повара-новичка. И у этого повара есть два ключевых ресурса. Первый — это библиотека задач. По сути, это его поваренная книга с кучей примеров и рецептов. А второй ресурс — библиотека инструментов. Это его кухня, где есть калькулятор, поисковик и другие, скажем так, приборы. Хорошо, но как же все это работает на практике? Давайте попробуем заглянуть прямо в мозг ИАРТ и проследим за его рассуждениями на примере нашей задачки по физике. Весь процесс, по сути, сводится к трем ключевым этапам. Сначала RT ищет в своей поваренной книге похожие задачи. Затем, опираясь на эти примеры, он генерирует уникальную программу для решения уже нашей текущей проблемы. И, наконец, он просто выполняет эту программу, шаг за шагом. И вот он, первый сгенерированный шаг. Смотрите, модель понимает, что ей не хватает информации. И вместо того, чтобы выдумывать формулу, она создает команду «поиск» и сама же формулирует запрос для поисковика. Это же ключевой момент. ИИ сам определяет, какой инструмент ему сейчас нужен. Дальше — выполнение команды. Процесс генерации приостанавливается, а RT обращается к поисковику и получает точную формулу. И этот результат тут же интегрируется обратно в рабочий процесс. Все, теперь у модели есть нужные данные для следующего шага. Какой следующий шаг? Вместо того, чтобы рисковать и ошибиться в расчетах, ART выбирает инструмент понадежнее — код. Он генерирует команду «сгенерировать код» и дает четкую инструкцию — использовать найденную формулу, чтобы решить задачу вот с этими конкретными числами. И, наконец, последний шаг — команда «выполнить код». Сгенерированный скрипт выполняется, и мы получаем точный численный ответ. Все, задача решена. И заметьте, не через какие-то догадки, а через четкую логическую последовательность с использованием правильных инструментов. Процесс, конечно, элегантный, но насколько он эффективен? Давайте посмотрим, что говорят цифры из самого исследования о производительности ARTS. Так вот, на большом наборе тестов ART в среднем обходит на 22 процентных пункта метод ОТКТ. Если что, ОТКТ — это когда модель тоже генерирует шаги рассуждений, но без внешних инструментов. Так что 22 пункта — это, прям скажем, огромный скачок. А вот что особенно интересно, оказывается, один только прирост от использования внешних инструментов, то есть поисковика и калькулятора, составляет в среднем больше 12%. Это же прямое доказательство, что именно способность делегировать задачи и делает систему настолько эффективной. Вот хороший пример производительности ART на задаче по арифметическому мышлению. Столбец справа — это ART, и он заметно выше, чем у конкурентов, Few-Shot Prompting слева и AutoCode в центре. А здесь ART сравнивают с Toolformer. Это модель, которую специально обучали использовать инструменты. Но даже в таком, казалось бы, поединке со специалистом ART показывает превосходство на большинстве математических задач. Только вдумайтесь, он опережает Toolformer на 46 пунктов в тесте SVMP.
Но, возможно, настоящая суперсила арт кроется в его гибкости. Это ведь не какой-то непрозрачный черный ящик. Наоборот, он как бы приглашает человека к сотрудничеству, к улучшениям. Вот посмотрите на этот пример. Слева программа, которую сгенерировал АИ, а справа та же программа, но немного измененная человеком. Пользователь просто взял и добавил 2 шага — округлить ответ и указать единицу измерения — ньютоны. И все, результат стал еще точнее и полезнее. И какой результат? Всего лишь 5 вот таких исправлений от человека на каждую задачу позволили арт превзойти лучшие известные результаты для GPT-3 в среднем больше, чем на 20% пунктов. Это же просто невероятный потенциал совместной работы человека и машины. Итак, какие главные выводы можно сделать? Во-первых, ART меняет само мышление ИИ, заставляя его строить структурированные планы. Во-вторых, он учится пользоваться инструментами, просто глядя на примеры. И в-третьих, все это делает ИИ-системы динамичными, расширяемыми и открытыми для постоянных улучшений. В конечном итоге, вся эта работа над ART подводит нас к одной важной мысли. Возможно, следующий шаг к более сильному искусственному интеллекту — это не просто создание еще большего мозга, а предоставление ему лучшего набора инструментов и обучению тому, как ими правильно пользоваться.